Привет, друзья! Начнем серию уроков. Надеюсь, справимся за 2-3 урока. Как рисовать такую вот призрачную кость. Что мы делаем? Для начала. Я нашел себе кусок палитры, вот такой вот. И покрыл его в базовом виде вот такой краской. Это у нас Валеджа номер 71010. Interior Green. Вот для начала мы с вами грунтуем этим цветом. Дальше берем бежевый. Я использую Scale 75 Peanut Butter SFG 39. Хорошая красочка. Что мы делаем сейчас? Нам нужно с вами дать, так скажем, основу кости нашей, да? Набросаем ее, да? Так, надо сделать поближе, да, вам, чтобы видно было, что мы делаем в первом уроке. Мы пока располагаем, так скажем, некоторые детали нашей кости. Нам нужно с вами сделать самое важное, это ее фактуру, да? Вот смотрите, что я делаю. Первым делом мы даем фактуру этой кости. Она пока не высохла. Ну, если высохла, берем на кисточку такую же базовый цвет и моим любимым приемом блендинг это дело все растягиваем. У нас должны появиться некоторые переходы такие, да? Более светлые, более темные. Я люблю, повторяю, краску из аэрографа, но эта краска, к сожалению, не для аэрографа, поэтому приходится ее подразбавлять водой. Оставляем некоторые такие вот куски, видите, да, границы. Где-то я их подразмазываю, да, а где-то, видите, да, оставляю резкие куски. Вот мы с вами. Давайте так сейчас, ну, можно всю покрыть. Просто это долго вырисовывать просто всю. Пока что мы... Ну, время есть. Первый урок, чтобы вы понимали, да, саму технологию. То есть нам нужно местами дать вот такие вот границы между ними, между цветами. Резкие. Где-то можно и не давать резкие. То есть это не везде должно быть, да? Чем, как вам объяснить? Плавность здесь не нужна. Вот здесь вот в этих вот размазываниях, перемешиваниях нам не нужна особая плавность. Поскольку текстура кости нам важна с вами. Поэтому особой плавности вот в этих вот переходах не требуется. Поймете попозже, когда высохнет краска. Она высохнет, и вот следы от кисточки, да, они будут создавать ту самую структуру базовую, которая нам нужна. Ну, ну вот как-то так. Что еще тут? Первая часть, то есть берете любую модель, любую. У меня вот что под рукой было, потому что у нас, честно говоря, эльдаров нету. Модели эльдаров. Поэтому я взял, что есть у меня. Кусок какого-то корабля. По-моему, это темные эльдары. Что-то в этом роде, может быть. Я не помню. Итак. Первый шаг, да?
Дальше берем белый цвет. В данном случае у меня тот же Vallejo 71279. Что тут у нас есть в нем? Разбавляем 50 где-то на 50 наш базовый. Не базовый, то есть, а второй вот этот вот, высветляющийся. И теперь мы уже перемешиваем его с этим цветом. Сейчас мы рисуем с вами, как вам объяснить, базу самой кости. То есть поверхность нашей модели мы покрываем вот такими вот фрагментами красочных пятен, так скажем, да, вот чем, вот смотрите, да, внимательно. Не надо нам просто, чтобы все плавненько было. Вот оставляйте вот эти следы, ничего страшного в этом нет. Я беру жирно, видите, да? Не стесняясь. Пузырьки разгоняем воздухом. Лишние. И так вот покрываем с вами. Вот здесь можно переход сделать между вторым нашим цветом и белым, да? Сейчас мы его возьмем и вот так вот. То есть у нас должно получиться местами резкие переходы остаться, да? Вот такие трещины, я даже сказал. Где-то мы оставляем вот так вот, да, можем сделать с вами. Можем нарисовать такие. Чем хаотичнее, тем лучше на самом деле. Запомните это. Он рваный такой, да, идет. Почему я беру базовую основу темно-зеленый вот этот вот? Такой охристый зеленый цвет. Потому что кость, когда это все высохнет, да, нет белой кости на самом деле. Чтобы кость получилась белая, совсем белая, она должна лежать, выветриваться под водой, под всякими слоями дождя, воды, времени и так далее. Мы рисуем призрачную кость. Надо все-таки нам... мы не можем, скажем, не отталкиваться от ситуации, когда вот акрил высохнет, да, и он сам подсядет, и будет не очень все красиво. Просто белая кость вам не даст структуры, сам белый цвет. Вы не сможете нарисовать на нем ничего, по большому счету. И глубины в нем нет никакой. Вот в этом, при таком подходе нашем, да, вы видите, что глубина появляется. Вы прям это ощущаете сами. Вот смотрите, да? И вот так вот за разговором потихонечку, не спеша, мы с вами... Вот смотрите, да, остаются следы от кисточки, ребристые такие. Это здорово просто. Не боритесь с этим. Наша задача, я еще раз повторю, сделать текстуру самой кости более читаемую такую. Я пузыри воздуха разгоняю воздухом. Опять же, подул на красочку посильнее, и эти пузыри исчезли. Так, ну что еще? Чем хаотичнее, опять же, тем лучше. Запомните. По большому счету, мы с вами сейчас готовим палитру для будущего рисования. Поэтому я вас и не призываю тут прям какие-то плавные переходы делать, дикие. В кости, в нашем приеме, скажем, рисования кости призрачной, это ни к чему. Чем более рваные подходы, переходы и следы от кисточек, то есть ничего страшного в этом нет. Ну, то есть не без фанатизма, конечно, да? Не обязательно там мазню устраивать полную.
Ну, и опять же, не стремитесь прям... Вот берем базовый, да, второй цвет. И выводим. Не стремитесь это все прям вылизывать до такой степени, чтобы это прям высочайший блендинг. Нам здесь не нужен. Наша задача, повторяю, да, доступными способами изобразить текстуру кости. Вот здесь смотрите, да, берем и переход теперь сглаживаем. Где-то надо будет это делать, где-то нет. Следите за мной, что я делаю. Ничего такого сверхъестественного я не делаю. Все просто до невозможности. То есть с этим справится любой. С любым уровнем. Итак, что мы получили, да? Видите? Это наша база. Вот берете модель и 3 красками. База у вас грунт зеленый. Может темнее быть. Можно взять коричневый, но я вам не советую пока брать коричневый, потому что он нам понадобится попозже. Берем лучше вот этот вот цвет. Это такой болотный зеленый. Охра у нас второй цвет. И третий наш цвет это белый. Все 3 цвета. Для того, чтобы получить нашу базу. Вот сейчас ждем, когда она высохнет. И мы с вами приступим ко второй части. Уже там посложнее будет немножко. Пока что самое простое. Надеюсь, вы справитесь. Жду от вас ответные видео с вашим результатом. Еще раз смотрите, да? Внимательно. Все достаточно грубо сделано. В общем, жду от вас видео с вашим результатом. Не спешите. Еще раз пересмотрите. Все очень просто. То есть нет никакой системы. Но с другой стороны, если как бы вы первый раз с этим столкнулись, да, можете повторять узоры мои. Потом поймете, что здесь в чем суть, потом чуть попозже поймете. Сейчас мы сделали базу, накидали базу. Пятна, трещины, будущие трещины. Вот эти темные, это будущие трещины в кости. Где-то есть, где-то нет, посмотрим, да? Вот так вот у нас должно получиться. Если есть вопросы, пишите, задавайте, спрашивайте. Сейчас вот первый урок заканчивается вот на этом. Очень просто, все достаточно просто. Смотрите, вот он высыхает, видите, да? Смотрите, вот еще блестит, здесь вода еще есть, да, в краске. Вот здесь на кончике, видите, блестит. Здесь уже высохло. И смотрите, она полупрозрачная такая, да, получается. То есть зеленый, база зеленая просвечивает через наш цвет. Это важно. Повторю. Все, ребята, дерзайте.